Всем доброй ночи. Перед вами Ундина, которую мне подарили на днях. Русалочка наша красивая. И не случайно она здесь, потому что сейчас я подарю вам ритуалы, связанные с водой, которые можно делать любому человеку. Насколько вы уже поняли, я и объясняю, и дарю то, что можно трогать и к чему можно соприкасаться обычному человеку. И это все, все, что создано, за основу всего этого взяты древние поверья, традиции, обычаи народов, ну и где-то и ритуальная магия. Ну, в любом случае, это все то, что безопасно для обычного человека. Я уже вам говорила о том, что стихии обладают памятью. Вода тем более. Вода вообще проводник мыслей, проводник запахов, эмоций и прочее. Желая плохое, начитывая на питье человеку, можно со временем вызвать у человека различные болезни. Вода, которая остается на кладбище или собирается на кладбище после дождя и снега, считается мертвой водой. Почему? Потому что там информация, именно энергия мертвых, понимаете? Там энергетика отрицательная, мертвая, и поэтому вода считается мертвой. Хотя мертвую воду можно и делать в домашних условиях, именно практикующим людям, особыми проклятиями, заклятиями. Через некоторое время постоянно заряжает воду отрицательными эмоциями, получить мертвую воду. Правда, по силе не будет такая же сильная, как кладбищенская вода. В любом случае, вода как стихия, которая может губить, вода так и может и очищать. И основное количество ритуалов, направленные к воде, в основном очищающие. Если человек свои проблемы хочет убрать, если человек хочет убрать свои долги, свои бедствия, так скажем, утопить, убрать из жизни. Если помните, я вам дарила ритуалы, связанные с озером, с водой, которая стоит, с прудом, то есть вода, которая не двигается. Если человек хочет изменить свою жизнь, приносит и отдает в жертву монетами, сладости, например, вино, да, водку и прочие хмельные напитки, вливая воду, выкидывая туда рубашку с определенными словами. Река символизирует жизнь. Не зря говорят река жизни или река судьбы, движение, жизнь, уход. Потому что каждый день, каждый час нашей жизни нас приближает к нашей смерти. Но в любом случае, с другой стороны, река – это вечное движение, продвижение вперед, не стояние на месте и так далее. Так что вода – это один из самых мощных, скажем, проводников в мире магии, стихии. Кроме того, считается, что реки все уходят в потусторонний мир, что они как связующее звено между миром живых и миром мертвых. Одним словом, дорогие друзья, водная стихия – это очень даже подходящая стихия для различных ритуалов для обычного человека. Ну, то, что ему позволено. Первое. Значит, что там соседи у нас наверху? Первый ритуал с водой, чтобы постоянно приумножать прибыль и притягивать поток денег в свою жизнь. Каким образом это делается? Положите 5 пятаков в чашу. Желательно, чтобы это была прозрачная или
одноцветная чаша, то есть не пестрая, не разноцветная. 5 пятаков. Льете сверху воду и читайте 1 раз. Потом 4 раза еще раз сверху читайте над этой чашей. То есть получается 5 раз читайте. После этого нужно руки мыть этой водой. Эти пятаки хранить в кошельке. Можете положить какой-то отдельный там мешочек и хранить, но в кошельке. И у вас постоянно будет прибыль в кошелек. Раз в неделю желательно повторять, потому что это такой ритуал, который на 1 раз, то есть он всей своей силой работает, потом его нужно обновлять. Итак, чаша с водой и 5 пятаков. Читать 5 раз над водой. Потом мыть руки, а пятаки хранить в кошельке. Повторять раз в неделю. Говорится, как сосуд наполняется водой, так деньгами мой кошель наполнится. Да будет так. Еще раз, как сосуд наполняется водой, так деньгами мой кошель наполнится. Да будет так. Это первое. Второй момент. Усиление своей удачи. Усиление своей внутренней удачи. Это древние слова, они редко встречаются, но я этими словами делюсь с вами. Называется это клич удачи или пробуждение силы удачи. Я не могу вам сказать, что означают эти слова, такие, то есть состоящие из 2 букв. Но эти слова действительно усиливают внутреннюю силу и усиливают удачу вокруг вас. Опять, эти ритуалы, которые я сейчас вам дарю, на 1 раз. То есть вы для какого-то дела это сделали, оно исчерпало себя, все, оно больше не работает. Вам нужно будет периодически это повторять. Это те ритуалы, которые не долговечные, но сильные. Потому что есть ритуалы долговечные, есть ритуалы однодневные, скажем, знаете, на 1 раз, на этот случай. Нужно читать на воду, читать столько раз, пока свеча, которая стоит возле чаши, не догорит хотя бы до половины. Вам нужна будет чаша с водой, чистой водой, свеча обычная восковая. Пока свеча горит вот до половины, вы будете это читать. У вас будет голова кружиться, может перед глазами темнеть, поэтому нужно читать сидя. Будет ощущение, как по всему телу идет такой ток вверх и вниз. Относитесь к этому очень серьезно, потому что как бы это маленькие ритуалы такие, да, и может показаться, что они, ну, так себе. А на самом деле они обладают огромной силой. Если вот хотя бы раз в 3 дня делать этот ритуал, у вас значительно увеличится удачливая полоса вокруг вас. Читать на воду до того момента, пока хотя бы половина свечи не догорит. А потом эту воду выпить. Итак. Ко, ма, но, су, ла, ми, ту. Читайте вот такой, знаете, как распевая. Я просто по слогам вам читаю для того, чтобы вы запомнили эти слова, эти буквы. Правда, они там будут потом записаны под роликом, как всегда. Но в любом случае, я вам по слогам читаю, а вы читайте как напев. Ко, ма, ну, су, ла, ми, ту. Догорела до половины свеча. Выпейте эту воду, посидите немного, потому что у вас может очень сильно закружится голова. Я вот сейчас прочитала, мне немножко так затрясло. Не сильно, конечно. Слово «чай». Чай, естественно, это напиток, вы все знаете, но еще есть русское слово «чай». Пускай означает, да? Чтобы. Да чтобы было вот так вот. Чай будет вот так. Вы знаете, этот ритуал я, скажем так, придумала, более так будет звучать, очень давно, когда я поняла, что не всегда обязательно, чтобы читалось на воду
с сахаром, можно и на чай с сахаром. Но слово «чай» использовали в древние времена, когда что-то хотели. И это слово «чай», оно как-то, знаете, оно более сильное, чем слово «пусть будет», «чтобы было», «нехай» или «чай». И поскольку мы хотим сладкой жизни, мы хотим жизни в достатке, да, и вот это слово «чай», сочетание именно с напитком чай, оно, знаете, как усиливает вот этот заговор. Это настолько интересный вот ритуал, который непонятно откуда мне пришло в голову, но я его придумала давно. И все время, когда пила чай, сейчас некоторое время уже, когда подзабыла, потом думаю, надо возобновить. Значит, перемешивая чай, вот сахар в чай, вы говорите, чай деньги будут, чай сладкая жизнь будет, чай удача про меня вспомнит, чай деньги прибудут, заклинаю. Перемешивайте, а потом пьете. Ну, не сразу, естественно, перемешивай, можете 7 раз читать, 10 раз читать, сколько вам не лень. И потом получается, что вы усиливаете вот этой сладостью, да, ваши желания. Чай будут деньги. Еще раз, чай деньги будут, чай сладкая жизнь будет, чай удача про меня вспомнит, чай деньга прибудет. Да, правильно. Заклинаю. Перемешивай с сахаром. Вы увеличиваете, как бы сказать, поток денежный, усиливаете внутри себя. И кроме того, доказано, что сахар, он вызывает у человека такие, знаете, приятные эмоции. Он как бы открывает определенные такие потайные углы мозга. А мы знаем, что наше подсознание очень много меняет. Если подсознание воспринимает и очень четко представляет то, что мы хотим, то к нам это приходит. То есть мы создаем такую виртуальную реальность. И вот перемешивая чай каждый раз, возьмите себе вот, вы даже наизусть выучите этот заговор и читайте. И вы со временем заметите, что даже утренний чай на весь день вам обеспечит просто положительные эмоции, какие-то дары, подарки, приятные новости и так далее. Ну и еще и прибыль, естественно. Как раскрутить свое дело? Вот, например, вы создали там сайт, да, или вы создали какой-то магазин свой и так далее. И вот не знаете, как раскручивать это все. Он как бы стоит. Если помните, я вам давала ритуал, да, денежный, хозяин времени, извиняюсь, хозяин времени, потом с часами ритуал. Это все не случайно, потому что время, часы, песочные часы, время, оно, как бы вам сказать, это как движение энергии. Движение пространства, оживление пространства. Как оживить пространство? Связать свое желание с определенным инструментом, который все время в движении. Магия – это догмат, да, как говорят, не встречается солнце с луной так, чтобы не встретились такие-то, такие-то. Вот догмат. Вечная истина. Солнце с луной действительно не встретятся. Или как не встают мертвые, так, чтобы не вернулась ко мне порча. Вот мертвые, когда встанут, нас уже, наверное, не будет на земле, или мы тоже будем вставать тогда. Поэтому одна истина связывается с другой истиной, с этим не поспоришь. Понимаете? Как мертвые не встанут, не пойдут своими ногами в свои дома и так далее, так, чтобы моя болезнь не вернулась. Мертвые не встанут? Нет. Вот, значит, и болезнь твоя не вернется. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что одна истина связывается с другой истиной. Так вот, как правда то, что часы вечно будут двигаться, да, если эти часы остановятся когда-нибудь, значит, купите другие часы и проведите теперь с теми часами, потому что есть опасность, что вы вот с этими часами связали вот это вот круговорот, и со временем, когда вы их снимете, или не то, что снимете, когда вы их потеряете, например, или они перестанут ходить, то надо будет этот ритуал повторять. А может, к тому времени вы так раскрутитесь, что у вас уже ваша энергия усилится, вам даже и не нужно будет это провести. Но это предугадать невозможно, у каждого человека своя энергия и так далее. Берете часы, одеваете на правую руку, надеваете. Ставите стакан воды. Читайте сначала на часы, потом на воду. Этой водой мойте себе лицо и руки. И у вас дело
раскрутится так, что вы очень удивитесь. Это действительно реально. Из ниоткуда появятся к вам люди, будут заказывать ваши работы, смотря чем вы занимаетесь, да, например. И даже если вы не открыли собственный бизнес, в любом случае, даже если вы учительница, о вас пойдет молва, и вам будут как бы предлагать определенные часы. Ну, в общем, раскрутитесь вы в своей профессии. Надеваем на правую руку часы, ставим стакан воды и читайте на часы. На часы читайте 7 раз и на воду точно так же. Итак, как часы идут, стрела по кругу крутится, так и дело мое удачно раскрутится. Время на меня работает. Каждая минута мне монетой капает. Часы идут, стрела крутится, дело мое удачно раскрутится. Мне деньги несет, мне славу несет, заклинаю. Начитали 7 раз, отлично, и на воду. О, вода, ты вечно в движении, твой круговорот в природе успешен. Пусть и дело мое крутится, раскрутится и приносит мне пользу. Сколько капель в водном круговороте, столько денег и даров в мой дом. Заклинаю. Все, умыли лицо, руки, и через некоторое время можете повторить. Это можно повторять раз в неделю, пока у вас сильнее и сильнее не раскрутится ваше дело. Но уже с первого раза вы заметите, сколько людей сразу о вас узнают. Из ниоткуда. Потому что, понимаете как, в этом мире есть определенные силы, которые заставляют мировой социум работать в пользу нас. Заставляют. Все богатые, архибогатые люди, миллиардеры, у них у всех есть свои личные заговоры, о которых они, может, и не говорят. Может, они в народе и не показывают, но они очень суеверные, они очень боятся определенных катастроф, денежных каких-то обвалов биржи и так далее. У каждого из них свои есть обереги, свои денежные какие-то заговоры, в которых они свято верят, а вообще больше всего они верят в фарт и в фортуну, если хотите знать. Не обязательно, чтобы они знали о ней так много, но они верят в фарт, в случайную удачу, в счастливый случай. Дальше. Вы знаете, что вода обладает очищающей силой. И желательно каждый день после рабочего дня вообще смыть с себя черноту этого дня, чтобы обновиться. И если есть, вот, скажем, водолей, да, водолей вообще успокаиваются водой. Когда плохо, они наливают ванну, садятся туда, и через некоторое время выходят обновленные. Они даже плачут, переживают, рыдают, все в воде, в ванной. У них вот с водой, вода как смывает, понимаете, вода такая стихия, она уносит. Можно принять ванную с солью, с морской солью, естественно, и такой можно. Соль тоже очищает вот эту вот отрицательную энергетику. Но это, скажем так, это не спасет от очень страшных неудач и катастроф и проклятий. Но в любом случае, если каждый день сделать такую привычку смыть значит, под водой, да, под душем себя снять вот эту всю черноту, черную энергетику дня, то у вас обновленная будет в любом случае энергетика. Потому что вода очищает. В воде даже давали имена. Струя Татьяна, вода Ульяна, Маримяна и так далее. Обращались к воде как к воодушевленному не предмету, а к сущности, к силе, которую даже нежно называли, давали имена. Вообще в славянской магии стихиям, значит, восходу, заходу, всему старались дать имена, воодушевить их, как бы представить их как существующих, да, сущностей, как живых каких-то сущностей и наделять их умом, знанием, вниманием, там, чувствами и так далее. Ну, например, да, как еще называть сейчас, заход, сейчас скажу,
Заход тоже называли Ульяна, но есть определенный заход. Зимний заход, летний. У каждого там свои имена. Это очень долгий вопрос. Даже если помните, 12 дочерей Иродовых, которых изгоняем, это болезни людей, недуги людей. Им тоже давали имена. Там различные имена. И даже икона есть с 12 дочерями Иродовыми изображается. То есть это настолько этот фольклор был силен, что вошел даже в религию. Давайте далее. Лить нужно сверху водную струю, потому что именно вот эта вот быстрая вода, бегущая, она снимает вот этот резкий поток, энергия, ну, извините меня, свет, энергию, электроэнергию мы получаем-то от воды, значит, вода обладает такой энергией, правда ведь? Мне кажется, уже объяснять не нужно дальше. Вот эта энергия струи воды, водной вот этой силы, она срывает с вас и снимает. Ну, в то время как вы смываете с себя все, ну, искупались в конце, и читайте заодно несколько раз, сколько у вас есть желания, пока вам легче не станет. Вы потом почувствуете себя более обновленными. Вода, водица, Ульяна, Маримьяна, смойте, унесите с меня уроки да призоры, всякие наговоры, черный сглаз, зависть да злобу. Смойте с меня всякую скверну, как стекает вода, так уйдет всякое зло от меня. Смоется в черную бездну. Да будет так. Несколько рекомендаций касаемо воды. Если вы увидели плохой сон, и вы боитесь, чтобы этот сон не сбывался, это еще на Востоке делали. Нужно рассказать бегущей в воде, но откройте кран. Расскажите свой сон. И этот сон у вас не сбудется. Ну, мало ли, какой вы сон видели там, какой-то страшный. Это проверено временем. Если у вас плохие мысли, страшные мысли, навязчивые такие внутренние страхи, откройте воду и говорите: как ты, вода, смываешь свои берега, уходишь, так и смой с моей головы или с моего сердца мысли все навязчивые, которые меня пугают. Своими словами можете говорить. Пусть все смоется и уходит. Да будет так. И закройте резко воду. Я еще продолжу эту серию с водой, но помните, что стихии, которые еще до рождения человека существуют на планете, они сильнее всего, и магия, связанная со стихиями, скажем, не менее сильна, чем магия, связанная даже с потусторонними силами, потому что стихии, они с нами рядом, мы живем среди этих стихий, они быстрее нас слышат. Это для обычного человека самая сильная магия, скажем так. Всем удачи и пользуйтесь на здоровье.